Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 22 мая, среда, и сегодня у нас достаточно важная тема. В ней переплелся целый ряд острых событий, которые сегодня, вчера, как из рога изобилия, посыпались на наши головы. И все это так или иначе завязано на недавно прошедшую в Пекине встречу между Путиным и Си Цзиньпином. И тут же целый ряд ваших вопросов в связи вот с последними событиями сегодняшнего дня. Поэтому приступим. У меня такое впечатление, что мы где-то можем сегодня разгадать важную тенденцию в развитии мировых событий, в центре которого так или иначе находится Украина. Да и, собственно говоря, весь мир. Итак, сегодняшнее событие. В Пентагоне. Представитель Пентагона объявляет, что на прошлой неделе Российская Федерация запустила то, что считается космическим оружием. То есть какой-то аппарат, который может сбивать космические аппараты противника. Ну, в данном случае Соединенных Штатов. Тем более, что это оружие или этот аппарат, он запущен на ту же самую орбиту, по которой вращается американский спутник. Он не назван какой-то спутник, назван просто спутник правительства Соединенных Штатов Америки, но я подозреваю, что это что-то связано или с разведкой космической, или же этот спутник связан с GPS. Это очень серьезное развитие событий, о котором американцы раньше говорили, и говорили, что это вызывает большую тревогу, к этому надо готовиться. Ну вот оно и свершилось. То есть опасность его в том, что в час X перед началом, допустим, нападения, или когда Россия запланирует крупную военную операцию, столкновение с НАТО, допустим, или одной из стран НАТО, она может уничтожить этот американский спутник, если это GPS или разведывательный спутник. И таким образом это нанесет колоссальный удар по управлению войсками или просто ослепит вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, они перестанут видеть, что происходит на поле боя. То есть что-то надо делать. На вопрос, что будем делать, только обнаружили, будем думать. Но это очень серьезное событие. Итак, далее. Власти России сегодня приняли решение в одностороннем порядке изменить свои границы, морские границы, с Финляндией и Литвой, двумя странами НАТО. Это граница по морю, по Балтийскому морю, восточной его части, это там, где Финляндия, а также в районе Калининграда и Балтийской военно-морской базы Российской Федерации, которая находится в Калининградской области. Решение принято, как сообщается, на основании анализа решения или постановления Совета министров Советского Союза аж 1985 года. И вот его пересмотрели, переоценили координаты, и таким образом часть акватории Балтийского моря, вот в этих названных районах, там целый ряд островов находится, который находится под контролем или Финляндии, или Литвы, они объявлены внутренними водами Российской Федерации. То есть в одностороннем порядке, но это опять-таки это вопиющий акт, который можно трактовать вплоть до агрессии. Кстати, вот Китай пытается таким образом отжать территории или акватории в Южно-Китайском море, строя там насыпные острова там, и так далее. То есть Соединенные Штаты, другие страны НАТО яро этому сопротивляются, посылая туда свои авианосные группы. Посмотрим, что будет делать Российская Федерация, то есть страны НАТО. Пока правительство Литвы сделало заявление, которое назвало эти действия
провокации, имеющей целью запугать. Ну, пора уже. Ну, дальше. Это я вам цитирую, так сказать, то, что лежит в основе дальнейших событий, о которых мы поговорим. Но вот это развитие дальнейших событий свидетельствует о том, что пора наконец-то странам НАТО и прежде всего США от выражения глубокой озабоченности перейти к конкретным действиям. Тем более, как говорится, неоднократно в последнее время Балтийское море – это озеро внутреннее НАТО, и там нельзя позволить какому-то шалопаю из Кремля делать то, что ему хочется, играться там в морские бои. Далее было сегодня же очень важное заявление министра обороны Великобритании Гранта Шапса, который он сделал на Лондонской конференции по вопросам безопасности. Он сказал, что американская и британская военные разведки, то есть это не ЦРУ, это и не Ми-6, это военные разведки, могут сообщить, что смертоносная, то есть летальная помощь теперь поступает из Китая в Россию и в Украину. То есть Россия использует ее для ведения боевых действий в Украине. Это новые разведданные, сообщил Шапс, благодаря которым я могу рассекретить и обнародовать этот факт сегодня. Я думаю, что это важно. Это очень важно, потому что, видимо, о этих данных не знают даже ведущие чиновники правительства Соединенных Штатов Америки, в частности, Тони Блинкен, который сегодня же, выступая, назвал дипломатию Китая с Россией браком по расчету. Это правильно, так и есть. Но добавил, что Пекин еще не предоставил военную помощь своему младшему партнеру Москве для борьбы с Украиной. То есть Блинкен сегодня, а выступал он не больше, не меньше на слушании в Сенате по вопросу о выделении, там, по-моему, 63 миллиардов долларов на следующий финансовый год Госдепартаменту, прежде всего для противодействия Китая и Российской Федерации. Так вот, он там, выступая там, не знал о тех фактах, которые сообщил Шапс. Поэтому следим, это очень важно. Это очень многое меняет, поскольку до сих пор вся политика западных стран, прежде всего Америки, Великобритании и других стран НАТО в отношении Китая, была основана на понимании, что Китай действительно пока не поставляет летальное оружие Украине. А то, что говорит, имеет в виду Шапс, это включает товары, такие товары, как технологии для беспилотников, но это ладно, бог с ним. Это такое широкое понятие. Купили технологию, купили коммерческий беспилотник компании DJI, ну вот вам и технология. Но, вот что важно, пороховые смеси, вот это серьезно, потому что с пороховыми смесями большой дефицит по всему миру. Настолько серьезный, что он затрудняет увеличение производства боеприпасов для Украины и на территории Соединенных Штатов, и в Европе. Сейчас за эти пороховые смеси идет борьба, жесткая борьба. Если Китай в это вклинился и поставляет эти пороховые смеси, то это серьезнейшее развитие событий. Ну и еще, выступая в этом же заявлении, которое я только что сказал, Тони Блинкен согласился с мнением руководства ЦРУ, что Китай стремится быть готовым к вторжению на Тайвань к 2027 году. Да, я согласен с этой оценкой, ответил Блинкен. Ну ладно, мы это слышали, эти заявления. Я не на 100% уверен, что они действительно
железобетонные, вот эти факты, которые лежат в основе этих заявлений. Тут много игрищ вокруг них, политических, по различным политическим соображениям эти сроки то отодвигаются, то приближаются. Но это вот последнее событие. И все это, я вам сейчас изложу свое мнение, посмотрим, значит, согласитесь вы, убедит оно вас или нет. Но это не только мое мнение, оно, естественно, основано на серьезных источниках, о которых я вам расскажу. Все эти события и, как вы видите, стремительная, чуть ли не одномоментная эскалация действий российского режима, фашистского режима Путина, это все происходит после его визита в Китай. Я читал, слушал, значит, о том, вернее, начал следить за этим визитом еще до его начала, читая западные источники, читая китайские газеты. И вот что я вам хочу сказать. Первое. Я уже упоминал, по-моему, в предыдущем видео. Повторю еще раз, это важно. Значит, среди экономистов, экспертов, серьезных экспертов, которые работают на правительство США и Великобритании, есть мнение, согласно которому Российская Федерация в экономическом плане движется к краху, который можно сравнить с экономическим кризисом 2008-2009 года. Тогда инфляция взлетела на 120%, и единственное, что спасло от полного развала эту экономику Мордора, это было практически одновременно взлет цен на нефть. То есть так вот счастье подвалило, можно сказать. Подвалит ли она второй раз? Очень сомнительно, поэтому вот этот крах экономический, он может стать крахом режима, ему никто не поможет. И вот на фоне этих сообщений, там еще другие есть, другие источники, это уже, так сказать, не официальные, а незакрытые, открытые источники, специалисты по российской экономике, описывали, что она сейчас из себя представляет. Причем они основывались на официальных данных, в которых я не верю, потому что, я знаю, как Советский Союз прятал данные о экономическом развитии. Если на них полагаться, то невозможно было реально понять, что же там происходит, пока не начало все трещать. Они засекретили самые главные показатели, которые вот свидетельствуют экономики. А то, что открыто, это касается, у них же основной якобы взлет, это ВПК, они сидят и пишут там, помните, как в фильме «Кавказская пленница», там 3 бутылки вина выбросила в пропасть, нет, 4 выбросила в пропасть, так и тут примерно это происходит. Так вот, значит, как якобы развивается ВПК успешно в Российской Федерации, инвестируются громадные деньги в это ВПК, работают на 24/7, нужна рабочая сила, кстати, ее очень мало, потому что кого-то там в большом количестве призвали на фронт и там и положили. Теперь африканцев якобы привлекают для работы на ВПК. То есть большое количество людей привлекается к работе. Это снижает инфляцию, а закон такой, или не закон, а закономерность состоит в том, что когда падает безработица, и увеличивается занятость, и увеличивается инфляция. А инфляция – это рост цен, это удар по жизненному уровню тех же рабочих, которые, с одной стороны, получают зарплату, а всех другие, значит, они впадают в бедность, в нищету, в общем, сталкиваются с разными нехорошими экономическими последствиями. И плюс еще непомерные расходы на оборону, а это факт, они уже выше, чем в свое время были в Советском Союзе, Советский Союз от этого рухнул. То есть Раша с ее экономикой, с отсутствием Варшавского договора, с отсутствием Совета экономической взаимопомощи, то есть Раша – это не Советский Союз, запас прочности гораздо меньше. И вот на фоне этого Путин с делегацией, с посольством со своим, как это говорили раньше, направился в Пекин. Накануне западные и китайские источники, которые я читал, рассказывали
высказывали диаметрально противоположное мнение по поводу того, что ожидает там Russians. Ну, основное мнение состояло в том, что Путин туда едет узнать, а что ему могут дать. Вот на основании, видимо, он знает, видимо, ему доложили, что есть такие мрачные прогнозы. То есть он ехал туда просить, он ехал туда с протянутой рукой, ехал туда отчаянно, приволок с собой громадную делегацию военных специалистов, там, газовиков, специалистов в экономике там, и так далее. Ну и западные источники высказывали предположение, что Китай много ему может дать. Потому что, ну, как Тони Блинкен недавно сказал, это брак по расчету. И расчет тут один между Китаем и Россией. Расчет тут один. Враждебность Китая к Соединенным Штатам Америки. То есть враг моего врага – это мой друг. Вот это единственная основа так называемой дружбы без границ между Российской Федерацией и Китаем. Ну и предполагали, да, Соединенные Штаты накануне еще, я не знаю, то есть с моей точки зрения, или это какой-то решительный ход, который я бы приветствовал, или это невероятная глупость, которую я тоже допускаю возможность. То есть буквально за неделю до этого визита, понимая, что враг моего врага – это мой друг, то есть в этой ситуации Америке не надо было бы наезжать на Китай за неделю до визита Путина, правильно? Потому что это бросает Путина в более тесное объятие Си Цзиньпина. Но Китай вводит стопроцентные тарифы на импорт китайских электромобилей в Соединенные Штаты Америки, что полностью закрывает этот рынок американский. Он самый главный. Он в 3 раза больше, то есть американцы, объем торговли США с Китаем в 3 раза больше, чем с Российской Федерацией. И примерно такая же картина в торговле Китая с Евросоюзом. Там, куда там России, хоть они кричат, 240 миллиардов долларов за прошлый год, но это пыль по сравнению с тем, что Китай имеет с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Так вот, американцы нанесли такой удар, и это не давление на Китай, потому что если бы это было давление для каких-то переговоров, там намек, посылка сигнала, ну, увеличили бы там на 20% тарифы, на 25%, на 30%, послали сигнал. То есть если на 30% хотя бы увеличить эти тарифы, это уже никто не будет покупать китайские автомобили, потому что они будут стоить столько же, сколько американские. Я имею в виду электромобили, да. А 100 – это демонстративный удар по голове, это как усик этого Фьюри бил по голове, примерно так. Ну да бог с ним. То есть западные источники считали, что Путин найдет там понимание, и ему могут много дать. А китайские газеты, они меня поразили. То есть высказывались настолько пренебрежительные идеи насчет России и Путина, что я был прямо в шоке. Ну, например, значит, основная мысль, одна из, наверное, не основная, но важная мысль, он надоел. Вечно шляется с протянутой рукой и с идиотскими идеями. Имеется в виду Путин и представляемое им государство. То есть Китай – это все-таки страна, которая стала таковой, влиятельнейшей страной в мире благодаря своей экономике, благодаря торговле. Это не страна, которая вытворяет идиотские вещи на международной арене, как это делает Путин и делает Россия. То есть это босятство внутренне неприсущее. Оно чуждо Китаю и китайскому руководству. Надоел, по большому счету, но мнение, которое превалирует, конечно, то есть Си слишком много вложил, инвестировал в развитие отношений с Рашей и СПУ, и пока Си у власти, значит, Китай Рашу не бросит. Но снизить уровень отношений – это запросто. Даже высказывалось мнение, что вот так вот
поговорим, повстречаемся, а потом в один прекрасный момент даже так бросим его нафиг там где-то. Ну, будем давать подножный корм, чтобы не издох. Ну и все, на этом дружба без границ и закончится. И еще это фантастическое мнение, которое я читал и слышал со стороны китайцев в отношении Раши. Говорят, что Рашу нужно приструнить еще сильнее, чем она сейчас объективно приструнена. То есть в этой ситуации, когда полностью вассальные отношения, полная зависимость, просто до такой степени независимость, что если Китай перережет пуповину, то клиент и сдохнет просто. И при этом Раша еще пыжится что-то там преподнести, то есть представлять себя чуть ли не равноценным партнером, равным партнером. То есть высказывали мнение, что, и я был удивлен этому, что вот китайцы обрадовались, оказывается, во всяком случае, какие-то фракции среди аналитиков и политиков, когда Конгресс Соединенных Штатов утвердил помощь Украине в размере 61 миллиард долларов. То есть эта помощь, это плохо для Раши, а значит, Раша больше от нас зависит. То есть лозунг такой: надо довести отношения фактически, то есть они фактически так и есть, но это надо зафиксировать, чтобы даже идиот в Кремле это понял, что ты вассал, полностью вассал. И вот так к тебе относятся, и так ты должен себя вести. Причем я слушал это в разных статьях, это высказывали разные преподаватели, профессора. Китайцы интересно пишут статьи по внешней политике. Значит, пишется статья, и опрашивается ряд профессоров, как правило, из различных университетов, набор их. Но если речь заходит о Раше, о Китае, примерно там варьируется, сколько есть, там и где-то там пару десятков есть. И вот в этом соку все это и крутится. Поэтому, значит, они, естественно, высказывают мнение, если не всего правительства, то каких-то фракций в правительстве Китая. Итак, значит, вот что говорили китайцы. Они были совершенно скептически настроены в отношении визита Путина и его результатов. Наоборот, значит, пункт первый. Надо показать, что они вассалы полностью. Поэтому, когда ситуация плоха для Раши, в частности, в войне с Украиной, то это хорошо для Китая. Уникальная мысль, которую я никогда раньше от них не слышал. Ну и вторая, что надоело уже. Надоело вот со своими выкрутасами. Тут у нас экономика, проблемы, надо решать. А экономика, Россия поможет решать экономику. Дальше я вам расскажу, это вообще смешно. То есть без американского, европейского рынка этот вопросы не решаются вообще. Вот таким образом, значит, Пу прибыл в Пекин. По превалирующим оценкам западных аналитиков, у Пу было 3 цели во время визита в Китай. Первое – это обеспечить больший объем и более серьезную номенклатуру оружия или предметов двойного назначения для войны в Украине. Особенно в плане техники и боеприпасов. Второе – выйти на китайский финансовый рынок. Третье – это газопровод «Сила Сибири-2». Это, так сказать, вот то, что они считали, западные аналитики, основным. Были еще другие, более мелкие, я скажу так, менее стратегические, но не менее важные вопросы. Им надо было урегулировать зависший долг российский в размере 40 миллиардов долларов, который возник в результате американских санкций. Дальше я подробно об этом расскажу. Затем получить безвиз, наконец-то, и другие более мелкие вопросы. Вот так вот получается. То есть
Суммируя в целом, значит, западные аналитики пишут, на самом деле Путин едет в Китай, чтобы узнать, что он может получить. Ну, то есть с протянутой рукой. Что он получил? Получается, что он не получил практически ничего. Опять-таки, это по оценкам, тут еще разведка работает, надо разобраться с заявлением Гранта Шапса, который он сегодня сделал, британского министра обороны. Откуда у него такие данные? Данные ли это сегодняшнего дня или там месяц, два, три назад? Ну и так далее. Странно, что об этих данных впервые со ссылкой, в том числе на американскую разведку, впервые говорит министр обороны США, госсекретарь министр обороны Великобритании, а госсекретарь Соединенных Штатов об этом не ведает. Но это ладно. Разберемся с вами совместными усилиями дальше. Итак, по первому пункту нет никаких признаков того, это результаты визита, что Путин получил от Си усиленную техническую поддержку для войны в Украине. Хотя эти двое подтвердили свое партнерство без границ и поклялись углублять военное сотрудничество, реальные данные говорят о том, и анализ переговоров говорят о том, что Китай по-прежнему не желает оказывать России прямую военную помощь. В совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров, больше внимания уделяется широкой риторике против мирового порядка, возглавляемого США, а не конкретным планам по увеличению китайской поддержки военных усилий России. То есть Си стремится сохранить Россию в качестве близкого партнера, избегая при этом пересечения красных линий Запада путем предоставления оружия. Вообще, что касается этого заявления, один из моих зрителей прислал мне это заявление и говорит, попросил разобрать его на молекулы. Но я почитал, это ужас какой-то. Я думаю, большинство зрителей уснет, читая все это. Хотя можно и повеселиться. Это вот, то есть китайцы устроили, ну это, я не знаю даже, или это гениальность китайская, дипломатическая, или это издевательство. То есть они устроили пышный прием Путину, если так вот вкратце суммировать визит. Его пышно встретили вначале, накормили, наверное, уткой по-пекински и отпустили с голой, ну этой, сами понимаете, да, с пустыми карманами, ничего ему не дали совершенно. Кроме вот пышный прием в начале, утка по-пекински и вот это заявление, совместное коммюнике, которое состоит из 20 тысяч слов. Это просто кошмар. Чего там только нет. Чего там нет. Там можно услышать, что обе стороны выступают за суверенитет и территориальную целостность друг друга. Ну, это в Хартии ООН. Каждая страна, член ООН, автоматически по умолчанию выступает за это. Это азбучная истина. Зачем это туда писать? Там есть откровения. Ну, например, Россия выиграла Великую Отечественную войну. А Китай Китай победил в освободительной борьбе против Японии. А Второй мировой войны не было вообще. То есть она напрочь отсутствует. Советский Союз без помощи союзников, без ленд-лиза разнес пух и прах Германию. А Китай, оказывается, опять-таки без помощи Соединенных Штатов, их там не было. Он разгромил Японию, и товарищ Мао Цзэдун со своей армией освободил страну. Вот такие вещи там есть, но здесь это называется широкая риторика против мирового порядка. Вот именно из этой риторики и назвали, что это, Тони Блинкен назвал, что это брак по расчету. То есть там буквально извергались гроздья гнева в адрес Соединенных Штатов Америки, какие они нехорошие. Оба лидера нашли возможность высказаться на бумаге. Ну и слава богу. Но перед этим, вот, при этом, как дальше, значит, говорится в анализе американских аналитиков,
Китай избегал при этом пересечения красных линий Запада, то есть Соединенных Штатов, путем предоставления оружия. Никаких новых обязательств Китая по поставкам России оружия, боеприпасов или другой прямой военной помощи для Украины не замечено. Не замечено. Кроме того, это уже китайцы писали, они обратили внимание, переговоры по Украине длились за закрытыми дверями, по-моему, около 4 часов. Путин же притащил с собой много военных. Ну, наверное, должны были решать вопрос, что там дальше. Путин что-то обещал по Украине и что-то просил из того, что ему надо для того, чтобы порешать эти вопросы, которые он считал возможными порешать в Украине. И вот после этого они выходят в пресс-конференцию, делают заявление, и вдруг речь идет о мире. О мире. Путин сказал, вот после того, как они обсуждали эти вопросы ни с того ни с сего, что он не будет брать Харьков, что он всего-навсего создает там эту самую буферную якобы зону. До этого я не слышал от него таких заявлений. То есть то, что он будет, он когда-то говорил, но чтобы вот конкретно, что в этом вот наступлении на Харьковском направлении он не собирается брать Харьков, это отчетливо прозвучало именно там, в Пекине. И со стороны Китая было, вот, допустим, Синьхуа, это официоз китайской пропаганды, правительственное телеграфное агентство, сообщило, что Си говорил о последовательной позиции и усилиях Китая по содействию политическому урегулированию украинского вопроса. Вот так вот. Это после 4-часовых переговоров по Украине. Это главная вот часть визита, относящаяся к Украине. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте прерваться. Мне не хотелось бы скомкать и так урезать это сообщение, потому что конкретной информации достаточно много, она достаточно важная, с моей точки зрения, носит стратегический характер. Хочу до вас это все довести, чтобы мы лучше понимали перспективы дальнейшего развития событий. Поэтому делаю небольшой перерыв. До скорой встречи.